Джейн, или «спящая красавица», как называли ее работники одной известной больницы, была симпатичной девушкой, которая 10 лет назад, когда ей было еще 9, попала в этот госпиталь после того, как почти утонула. Она впала в кому и полностью зависела от аппаратов жизнеобеспечения и медперсонала. Небогатые пожилые родители были потрясены, увидев, в каком плачевном состоянии находилась их малышка, а после озвученных счетов за поддержание жизни девочки они впали еще в более глубокую депрессию. Но нашлись добрые люди, которые помогали семье справиться с финансовыми затратами на поддержание жизни их дочери. Даже работники больницы были так впечатлены этой историей и так хотели помочь маленькой девочке с ангельским лицом, к которой все они уже успели привязаться, что решили несколько раз в год собирать деньги на ее содержание. Пусть эти сборы и не покрывали даже и пары недель нахождения в клинике. Но родителям девочки было приятно, что люди, которые за ней ухаживают, так беспокоятся за нее. Шли годы, и хотя малышка так и не открыла глаза, за это время она превратилась из милой девочки в прекрасную молодую девушку. Все в клинике постоянно говорили о ней. Было удивительно и в то же время очень грустно видеть, как проходит жизнь девушки, которую так обожали окружающие без сознания. Мария, одна из медсестер больницы, которая работала там уже давно, привязалась к девушке сильнее всего. Она говорила, что ощущает себя ее второй матерью и проводила много времени с пациенткой, разговаривая с ней, включая ей музыку и проводя необходимые процедуры. Женщина была твердо уверена, что однажды спящая красавица все же очнется. Родители Джейн, хотя и старались навещать ее так часто, как только могли, были уже так стары, что практически ничем не могли помочь дочери. Однажды Мария по случайному стечению обстоятельств сломала ногу, перелом оказался непростым и кости не срослись с первого раза. Так медсестра в общей сложности не работала практически год, так как было тяжелое восстановление. Она не переставала думать все это время о бедной Джейн, переживая, что ее коллеги не заботятся о пациентке так внимательно, как это делала она, и это может еще хуже отразиться на здоровье девушки. Через год Мария, наконец, полностью восстановилась и смогла вернуться к работе в госпитале. В первый же рабочий день женщина сразу отправилась к своей любимой пациентке. Когда она вошла в палату, то увидела, что хотя девушка и выглядит как раньше, на ее лице было какое-то странное выражение. В этот момент пациентка стала издавать странные звуки, которые привлекли внимание медсестры, и та увидела, что в центре ее тела была какая-то странная возвышенность. Когда она сбросила простыню, то увидела нечто страшное. Мария закричала и бросилась искать врача. Под простыней оказался огромный живот Джейн. Судя по всему, она была беременна. В тот момент, когда медсестра вошла в палату, у пациентки как раз начались схватки. Узнав эту новость, все работники больницы были в шоке. Как это возможно? Никто не мог понять, почему о таком состоянии девушки никто ничего не говорил столько времени. Врачи срочно провели операцию, и им удалось извлечь на свет хрупкого ребенка. Несмотря на небольшой вес малышки и ее слабое состояние, прогнозы были вполне оптимистичны. Когда прошло первое потрясение, Мария, ни секунды не сомневаясь, связалась с полицией, так как было очевидно, что какой-то негодяй воспользовался беспомощным состоянием Джейн и изнасиловал ее. Власти немедленно начали расследование, и об этом случае вскоре узнала общественность. История вызвала невероятную реакцию. Испуганное всей этой ситуацией и общественным резонансом, руководство клиники решило отключить пациентку от систем жизнеобеспечения, а ее ребенка, о котором пока заботилась Мария, передать соцслужбам. Это было несложно сделать, так как мать девушки уже умерла,
а отец еще несколько лет назад ушел из семьи и уехал в другой город. Затраты на поддержание жизнедеятельности девушки к этому времени возлагались в основном на больницу и сотрудников, которые все так же несколько раз в год собирали деньги. Узнав о решении отключить девушку, Мария стала резко возражать, а потом, плача от отчаяния, бросилась в палату бедной девушки с ребенком в руках и стала молить ее о том, чтобы та очнулась. Когда в палату вошли врачи, чтобы отключить девушку от аппарата, поддерживающего ее жизнь, Мария в последней безнадежной попытке вызвать хоть какую-то реакцию у Джейн положила ей на грудь ребенка. Когда женщина почувствовала его тепло и услышала плач, ее глаза, наконец, раскрылись, и бедная Джейн очнулась не просто взрослой женщиной, а матерью маленькой девочки. Это было очень сложно принять девушке, только что пробудившейся после долгого сна. «У меня нет дома, моя мама умерла, и я понятия не имею, как заботиться о ребенке», сказала девушка в растерянности, немного осознав, что происходит. Мария, которая за это время успела полюбить девушку как свою дочь, успокоила ее, сказав, что позаботится и о ней, и о ее малышке. После проведенных тестов ДНК оказалось, что отцом девочки был один из врачей клиники, который больше всех денег жертвовал на то, чтобы поддерживать жизнь девушки в больнице. Он пытался откупиться, используя свои огромные связи и деньги. Но благодаря Марии, которая ни на минуту не сдавалась, требуя справедливости, он получил срок, а его семье пришлось выделить приличное содержание для Джейн, чтобы она и ее ребенок ни в чем не нуждались. Спасибо, что досмотрели эту удивительную историю до конца. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайк и делиться этим видео.